Панно с цветами в стиле Mixed Media. Моя заготовка размером 30 на 40. Сделала я ее сама из гофрокартона. Верхний слой очень плотный картон. Предварительно заготовку загрунтовала белой акриловой краской. Для декупажа можно использовать любую бумагу. Вот у меня тут глянцевая бумага. Каждый цветочек вырезаем. Для построения композиции делим заготовку на 3 части по вертикали и горизонтали. Точки пересечения – сильные визуальные центры. Основной элемент лучше всегда разместить в этих центрах. Сначала планирую букет. Это основной элемент. Его разместила справа вокруг верхней точки по правилу третей. Теперь можно приклеить первый слой. Это цветы из плотной бумаги. Под каждый цветок из салфетки подрисовываем белое облачко. Приклеиваю, как при обычном декупаже, на клей ПВА, разведенным водой. Mixed Media в переводе с английского «смешанная техника». Для нее характерна многослойность, как в создании коллажей, так и в окраске. Для меня это очень увлекательный процесс, так как никогда не знаешь, что получится в конце. Это что-то сродни медитации. И здесь важен в первую очередь сам процесс, а не результат. Подрисовка самая минимальная, по нескольку мазков на каждый цветок. Декупаж предварительно покрыла лаком на случай, если что-то пойдет не так. Краску можно будет с легкостью стереть. Объемные цветы из самозатвердевающей массы буду добавлять в букет. Молд заполняю не полностью. Цветы высохли, делаем на них декупаж. Поливаю водой из распылителя. Затем очень мягкой кистью наношу клей ПВА и слегка вбиваю салфетку. И если где-то будет разрыв, не страшно, можно всегда подкрасить акриловой краской. Немного выделяю фактуру
белой акриловой краской. И я взяла очень плотный картон. Слегка смачиваю водой для лучшего сцепления материалов. Наношу массу для лепки. Делаю отпечатки на вазочке при помощи кружева. На клей ПВА приклеиваю тоже кружево. Я выбрала этот трафарет, так как у него узор напоминает узор на кружеве. Надписи очень характерны в смешанной технике, и я использую трафарет. Можно штамп, если он имеется, а если вы обладаете красивым почерком, можно сделать любую надпись акриловыми маркерами или перманентным, на всякий случай предварительно защитив этот участок лаком. Чтобы поддержать белое кружево, добавляю в букет штампы. Штампы у меня самодельные. Ссылку на изготовление штампов оставлю в описании. А этот штамп из гофрокартона. Трафаретные надписи можно использовать частично, одно или два слова. Вазочку окрашиваю акриловыми красками. Окрашиваю методом сухой кисти. Это удобно делать плоской кистью. Держим ее параллельно поверхности. Рисунок отпечатался не везде четко, и это то, что нужно. Во всем должна быть некая недосказанность, что ли. Оттеняю рельефы патиной, можно акриловой краской, сильно разведенной водой. В работах смешанной техники Mixed Media характерны повторения и недосказанность в виде небрежно нанесенной шпаклевки через трафарет или кружева не на всю длину. Если где-то появился элемент или оттенок краски, то непременно повторится в другом месте, создавая некую ритмичность. Белую акриловую краску сильно развожу водой. Белая патина объединит все элементы, уберет излишнюю яркость и придаст букету немного акварельности. Сразу стираю излишки сухой салфеткой. Кое-где добавляю жемчужный металлик.
А это самый простой способ окрасить рельеф, еще раз наложить трафарет. И здесь у меня тоже жемчужный металлик. Для набрызга белую акриловую краску сильно разводим водой. В акриловый лак добавила глиттер. Чуть-чуть. Тут главное не переборщить. Должен быть только намек. Акриловый лак развела водой. Кое-где добавляю чуть-чуть воска, цвет темное золото. Эти бабочки скоро улетят. Мне захотелось еще яркого пятна. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.